Доброе утро всем, ребят. Едем на Острожский полумарафон. Это будет круто. Сам полумарафон очень интересный, необычный. С набором 300, где-то 400 метров. Очень там сильный спуск, очень сильный набор. И будет интересно. Будет интересно. Интересная конкуренция. Будет из Герцог-Новой Желька, точно знаю. Будет мой старый уже знакомый, которого я знаю, Милош. И много еще бегунов интересных, с которыми нужно будет побороться, собственно, за подиум. Хотя, я не знаю, там обычно много бегунов, 500+, и как бы если 500+, то уже значит с моим уровнем пока рановато еще мечтать о том, чтобы быть там в топ-3. Хотя посмотрим, как сегодня будет. Погодка замечательная, точнее, я бы сказал, даже жарочная, замечательная, жарительная. Вот, поэтому сегодня посмотрим, как все будет. Забег будет проходить из Никшича в Острог, в Подострог. Это очень древний монастырь, очень старый, очень красивый, находящийся в скале прям. Место, куда съезжаются со всех Балкан. Обязательно к посещению. Мы там были, рекомендую. Сегодня тоже будет на забеге в процессе, по-моему, будет присутствовать батюшка, который будет читать молитвы. И это все такой имеет характер такой очень классный, православный, мне кажется. И я с уважением отношусь ко всем религиям. И с еще большим уважением отношусь к православию, потому что я в нем вырос. То есть понятно, что моя религия — это ислам, но я вырос вокруг славян, да, вокруг были одни славяне. И именно поэтому мне в Черногории довольно комфортно жить, и легко я перевариваю ментальность, потому что именно я вырос в Омске. То есть, потому что я был окружен именно определенным набором, скажем так, религиозных и не только каких-то манер, да, свойств, качеств. Сегодня еще стартует в Черногории, вот не совсем недалеко тут, гонка X-Out Монтенегро. Новая, первая в своем роде именно в формате X-Out, когда атлеты поплывут по-моему, на остров, и с острова Мамула. Есть остров Мамула такой, бывший концлагерь. Очень красивый, на самом деле, там сейчас отель. И потом атлеты поедут на Негуши, потом побегут в горах. Короче, очень красивая гонка на побережье, такой еще не было. Именно экстремальная, да, хоть она и по расстоянию ближе к половинке. Хотя там вообще расстояние нетипичные, там какой-то дикий набор, велосипед не такой большой, там, по-моему, 40, 50, 60 километров, что-то такое, но набор сильный. Вот, поэтому гонка первая в своем роде, круто было бы на ней поприсутствовать, но я еду на полумарафон. Вообще немного, мне кажется, с полумарафоном подумал, что я немножко пожадничал, потому что, полумарафон еще один сейчас, как бы он не то чтобы не к месту, но это классная штука для психики и классная как тренировка, да, то есть посмотрим, как она мне зайдет, как я отработаю. Ну и, конечно, горка — это всегда, не то что всегда плюс, но она играет, мне кажется, положительную роль в подготовке, если расценивать ее как тренировочный элемент, потому что я вот, например, живу на горе, и я точно знаю, что то, что я живу на горе, и после каждой тренировки поднимаюсь на сколько там, на 50 метров примерно вверх, это мне только в плюс, вот. Поэтому такие дела. Вот и Вову подбираем. Доброе утро. Доброе утро. Чемпион. Ты чё? Вообще без одежды. Ничего нет с собой. Да? Бутылка воды? Бутылка воды, вот. Как ты хотел, может, ничего нет? Телефон, бутылка воды и все? У меня есть 3 геля и один изотоник. А если холодно будет? Я справлюсь, это не самое страшное. Хорошо. Ну, собственно, очень важное место, в которое нужно посетить всегда перед каждым забегом. Здравствуйте, вы из будущего? Это телепорт? Это полумарафон. У вас какие-то просто космические подкрадули, вы точно из будущего, да? Как те кроссовки, кстати?
Слушай, мне эти кроссовки... это первый раз, когда я взял такие кроссовки Adizero, и они действительно невесомые. Мне в них бежать нравится. Они карбоновые, придают мне кажется, что придают мне какой-то уверенности, но не более чем. Пошли так. Так проще будет. Реально, понимаю, что на том темпе, на котором я бегу, ни о каком, наверное... Какой это темп, о котором ты говоришь? Ну, последний раз я бежал 4:48. Ага. Слушай, вот у меня были предыдущие, то есть Adizero Adios 7. Эти выглядят еще круче на самом деле. Мне нравится очень цвет и как они выглядят, мне нравится. Видно, что у них амортизация стала лучше, как будто бы. Вот я с виду смотрю сейчас так. Интересно, конечно, по ощущениям как. У прошлых, когда они свежие, короче, у них довольно-таки, ну, то есть неплохо они амортизируют. И я бежал в них полумарафон. И я пробежал полумарафон вот в Подгорице, который, сколько, уже 1,5 года назад. Я по 4 вот минутки впервые сбегал. В новых кроссовках таких предыдущих, короче, вот. И поэтому они, ну, то есть я считаю эти кроссовки очень даже неплохими. Я уверен, что-то типа Takumi Sen, типа 8 и 9 тоже крутые очень. Тоже еще легче, наверное, хотя и эти, ну, я уверен, довольно легкие. Просто они, наверное, без карбона, ну, как бы не наверное, они точно без карбона. У них есть система Torsion, да, то есть вот эти вот пластиковые, короче, прутья, да. Но это, конечно, ну, не то, чтобы прям прутья карбоновые, которые у Adizero Adios. У них же как там? У них пластиковые даже, они, прикинь, они так специально рассчитали, что там не просто одинаковые прутья, у них разная толщина, то есть разный упор. С карбоном также, то есть у них разное, то есть и вот это вот, ну, прикольно очень. Мне, конечно, мне их достаточно. Я не думаю, что они для меня жесткие. Хоть ты и посоветовал что-то новое. Ну, я как бы прислушаюсь к твоему совету. Может быть, в Ocean Live что-то посмотрю. Но на самом деле вполне еще. Я в них... Вот это третий забег, который я в них побегу. Я в них только немного делал интервалов. Поэтому не считаю, что они уставшие, там, ресурс свой. Не, они новые, видно же, да-да-да. Прикольно, блин, очень соскучишься очень легко на побережье по вот таким местам, потому что на побережье у нас нет таких мест. Такого какого-то парка с деревьями. Ну, не знаю, в Тивате есть жуто ваше, ну, довольно неплохо там. Но да, все равно не то. Все равно не то. Ухоженности. И простора мало. На побережье простора мало, потому что мало, как бы, как сказать, места мало, что ли, не знаю, как объяснить. Ну, там все застроено жильем. Да. Все, что можно было плотно захватить. Поэтому Никшич в этом плане, конечно, ну, то есть, мне нравится. Вот. Здесь, говорят, еще озера какие-то, или даже на рыбалку. Да. Это раскатал губу, но вот губозакатательный документ Balkan Athletics Half Marathon Championship. И вот они, пожалуйста, чечки, которые бегут вот час 14, час 10, час 02, час 06, вот человек. Дюроварби, вообще жесть. 2003 год, ну, короче, видели, да? Вот. Ну, год-то ладно, скорость важнее. Вот сертификат АИН, чтобы понятно было, что вам не шутки. Вот. Приявленный центр. Є по ділу. No, troszkę idę. Супер. A, było, Nema. Ты опять в телепорте был? Ты опять в телепорте был? Ну, не доверяю. Доброе утро. Доброе утро. Мое имя Рустам. Мен Дубаев. Мен Рустам. Рустам. Мушка. Nema ulici. 421. Володя замерз. Поэтому решил сразу надеть футболку фирменную. Ну, мы сразу ее обзор сделаем. Все, это хорошая футболочка. Красивая футболка. Самый стиль — это то, что на кириллице написано. Вот это я понимаю. Все, пошли По-нашему. к машине. И покажи
пожалуйста, иконку, да? Там иконка есть? Икона? Да, однозначно. Вот это да. Давай. Всегда хотел поучаствовать в таком мероприятии, где в стартовом пакете дают икону. Иконка. Красивая. Василий очень. Острожский. Сзади еще. Нет, Деревянная. нет. И О, брелок. и брелочек. Кто это? я Два тебе. не узнаю. Нужно внимательно почитать сейчас. Очень мелко написано. Что-то по пакетике больше нет? И ручка. Ой, ручка круто. Монастырь. Монастырь. Ручка это Острог. стиль. Классно. Так, а брелок, мне кажется... Полотенце сушится. Тут ремонт просто. По-моему, наверное, это просто Богородица. Ну ладно. Преподобная Пречистая Мать. Все. Просто очень молодой лик, молодой образ. Приготовил вчера оладушки, чтобы поесть за 2 часа примерно вот до забега. Сейчас чуть-чуть перекусим, чтобы было что-то. Овсяная мука, арахис немножечко, немножко сахара, рисовая мука, яйца. Получились такие оладушки очень вкусные. Нравится? Да, прям завтрак čempionu. Očekivanja. Hvala Bogu pa i ovaj dan lijep tako da smo ispoštovali i sve te neke uslove koji su potrebni. Družimo se naravno još malo, uskoro kreće i svečano otvaranje, a sada da se opustimo uz jednu lijepu pjesmu. Još jednom dobro jutro i dobrodošli na 7. Ostroški polumaraton Nikšić 2024. Будущего! Это телепорт! Там хорошо. Так, ну все, я закончил. Сейчас посмотрим время. Ну вот, как раз я не укучал еще. И тяжелая гонка, очень тяжелая. Акклиматизация 41%. Смотрим. Час 18. Час 18, 3:43. Что еще? Средний пульс 75. 252 набор, 269. Miloš Rakonjac, najbrži u konkurenciji vojske i policije. Čestitke za Miloša Очень тяжелая Rakonjaca. гонка. Давай, есть A бананы. sada kroz cilj prolazi i Branko Krkalović, atletski klub Nikšić. Ой, воды я выпил много уже. Je Željko Dabović, atletski klub Sparta. Odborica inače Noverik. Здесь наливают пиво. Брате, hvala. Ko je prvi došao? Turče. Пиво. Наливают пиво. Не, хвала, не. Чакай. Здесь я умывался. Никшечка. Фу. Короче, конкуренция дикая. Вообще там чуваки улетели. Я, второй среди женщин. Среди там вообще 10-й, может быть, 10-й есть. И то ладно. Тяжело. Прибывал, уже пиво пьет. Да, на самом деле не так и уж и медленно я бежал. Красава. 1:50. Слушай, ты загорел, пока бежал. Ты был светлее. 2 в одном. Спорт, здоровье, 3 в одном. Спорт, спирт. Спорт, спирт, загар, курорт. Классно вообще. Да. Ну чё, ты выпил свою баночку? Так, я выпил ванночку, не выкинул, никак семья, прибежал, принес. Ну, молодец какой. Как ты сказал, Ну на всё. серединке выпил. 3 Самочуха геля, норм? съел. Отлично, я даже в конце... А то на подбородке Накатил. слюни текут.
Ну, от удовольствия. Молодец. Jedno obavještenje dok pratimo i ostale takmičare koji prolaze kroz Second place, Marinela Nineva, Bulgaria. Congratulations. Medalje uručuje Milan Mačgalj, delegat ispred Balkanske atletske federacije, naravno generalni sekretar Atletskog saveza Crne Gore i Petare. Drugo mjesto Luk Mikalev, 1 sat, 10 minuta i 7 sekundi je njegov rezultat. Dakle, dame i gospodo, pobjednik Balkanskog prvenstva u polumaratonu je David Nikoli, Albanija. Ребята, еду домой. Вообще очень тяжело. Почему? Потому что после финиша, когда я вам позаписывал какие-то видосики, круто, что дали еду. Была постная булка с рыбой, жареная с какой-то. Классно, мне понравилось. Хорошо, что ее дали нас накормили, потому что я прибежал где-то в 11:20. И только в 15:00 приехал автобус. Ужас, ужас. Сначала его обещали в час, потом в 2, потом... Ну, короче, иногда подходили к организаторам, они не знали, когда будет автобус. Автобус, который привезет нас из Подострога в Никшич. Другого транспорта не было, потому что невозможно было добраться. И это какой-то, конечно, косяк прям колоссальный. Еще обиднее то, что я по черногорцам прибежал 3-й. Почему по черногорцам? Потому что я все-таки, у меня есть разрешение на проживание, ВНЖ, да, и я считаюсь как черногорец. И на сайте по результатам, в, собственно, ранке прям так указано, что я по ЦГ 3-й. Потому что было очень много атлетов из других стран. Так вообще в абсолюте 13-й, с временем час 18. Но при этом всем почему-то меня не наградили, ничего другого. Сказали из-за того, что я не состою в Федерации легкой атлетики, в Атлетском Союзе, да, то есть в Черногории. Какого-то постоянства и понимания в этом нет, как процессы эти работают. Вроде как мне предложили вступить спустя время, ну как, официально никто не предлагал, это просто потом там Ваня сказал, что можно вступить и податься. Видимо, из-за того, что я езжу регулярно на старты беговые, податься, может, и нужно, и чтобы претендовать на что-то, да. Как я понял, вообще за 3 места для черногорцев, кстати, удивительно, я попал на чемпионат Балкан, да, и для черногорцев, я так понял, там были призы денежные, но сказали, что ни Иван, ни я не можем из-за того, что у нас нет державляцтва, что мы не граждане, да. Ну, такие вот нюансы, как бы претендовать, конечно, было бы, может быть, нагло немножко, но все равно, ну, такой же вопрос, сами понимаете. Никто не отказался бы, вряд ли кто-то отказался бы, потому что все равно, ну, получается, меня никак вообще не наградили, никак не объявили, ну, неприятно, конечно, хотя я тут склонен к такой позиции, что это просто история повторяемая, и обвинять кого-то, наверное, не стоит. Скорее всего, я уверен, что нужно просто бежать так, чтобы прибегать в абсолюте. Тогда вопросов 0 вообще. Неважно, с какой ты стороны. Но, чтобы прибегать в абсолюте, это вот чуваки сейчас там прибежали, рекорд трассы был поставлен за час 10. Нужно бежать ого-го. Потому что, в 2 словах, мне зашло, кстати, очень круто. Я чувствовал себя очень хорошо. Ну и чувствую до сих пор. Ноги вообще не болят. Видимо, как-то адаптированные к этим нагрузкам и более к долгим трассам, дистанциям я адаптирован хорошо. Для такого набора, то время, с которым я прибежал, это очень хорошо. Потому что первую десяточку я держал там 3.35, что-то такое, да, 3.30, 3.35, 3.32, там что-то такое было. Раскладку интересно посмотреть самому. На спуске было тяжеловато. Я понял, что не так уж это легко и однозначно это держать, катить. Вот представляете, на 5 километров спуск на 600 метров вниз. И ты катишь. Я качу там, катил по 3.10, 3.20. И девочка бежит, она вот, ну, роста, не знаю, 1,60 м, наверное. Я ее догнать не могу. То есть, может, вес или что. Но, видимо, просто я быстрее, чем
какой-то, ну, то есть длиннее какой-то, чем определенный шаг, я просто не могу физически, видимо, сделать. Вот это я так понял так. И, ну и, соответственно, бежать, чем определенная цифра, быстрее просто вот невозможно пока что. Видимо, это. Потому что там пульс уже и нормальный 170 вообще, а я бегу, я понимаю, что не могу, ноги, ну, как бы, быстрее не могу, короче, с горки. Интересный опыт. Но хорошо, что к концу ноги себя нормально чувствовали, ничего. И когда начался набор, то есть 600 вниз, и потом вверх, я не знаю, сколько там. Хотя почему-то Garmin показывает всего там 260 набора, да, но там-то я-то ж точно знаю, что мы набрали высоту какую-то, потом вниз было, а может быть это всего лишь 100 вниз было, что ли? Сейчас посмотрим, и я исправлюсь, наверное, выйду на связь еще. Ну, в целом-то и все. Под конец я уже просто пытался там местами пошире бежать как можно. Ноги нормально чувствовали, перебежал. Мне кажется, я готов был еще 10 километров бежать. Да и все. На финише было пиво, как видели, потом булки дали, уже хорошо. Но, конечно, с автобусами это фиаско было, потому что прождали мы их очень много. Уже даже местные были недовольны уже даже, потому что, как обычно, по лаку, как бы местные вообще никуда не торопиться, это нормально. Но уже им, организаторам, задаем вопрос, когда автобусы, а там люди говорят: а сколько у вас человек? В смысле? Ну, то есть там уже местные были недовольны. Ну, в итоге нас отвезли кое-как, и того обидно, что день потрачен, да, ну, не то чтобы зря, но все равно не получилось раньше, потому что я мог фактически тогда там в 11:30, если бы продумал логистику как-то с машиной заранее, мог бы в 11:30 уже выехать домой, да и все. И был бы к часу дома. Ну, такое, короче. Ну ладно, старт интересно, но на него я, пожалуй, больше не пойду. И вообще вопрос к тому, почему чемпионат Балкан сделали Острожским полумарафоном, потому что странный спуск, странный набор. Ну, в плане, это не классическая дистанция ни разу, это классный старт. Мне понравилось, что вначале батюшка читал молитву, говорил слова какие-то важные. На старте тоже нас немножко помурыжили в итоге из-за того, что ждали, я так понял, кого-то из представителей министерства или города, мэрию. Тоже минут на 7-10 задержали нас, но было жарко, уже тогда начало припекать солнце, я подумал, ё-моё, ну, мне кажется, градусов 25-30 было, мне кажется, хотя и довольно свежо, потому что в горах ветерок дул хорошо на скорости, ну и в лоб ветер был на самом деле, но вот все равно было довольно тяжеловато, по жаре именно. Хотя так, по ощущениям, норма, акклиматизация какая-то есть, и мне часы вообще показали, там, плюс 41 акклиматизация к жаре. Но это значит, что я резко в жаре пробежал очень много, хотя я до этого делал тренировки днем. Такие дела. Результат классный, проходной немножечко, да. Старт интересный, один раз пробовать окей, но логистику, ребят, продумывайте заранее, пожалуйста, потому что попасть так и несколько часов ждать, когда нет другого транспорта, это, конечно, такое себе. Все, всем спасибо, подписывайтесь, пишите сообщения, пока.